Привіт, мене звуть Володимир. Мене звати Юля. З чоловіком ми приїхали до Канади з України. Ці події дуже мене хвилюють. І я, з вашого дозволу, буду розмовляти на російській мові. Я можу сказати, що до 24 числа життя у мене була, можна сказати, прекрасною. До 2014 року я жила у Донецьку. В зв'язку з військовими діями я приїхала до Києва. Ось всі ці роки працювала я з перукарем, а жила з донькою. Мы недавно поженились с моей женой. Все было хорошо. Была работа, была Катя, была работа у моей жены хорошая. Все было отлично. У січні ми 8 січня одружилися. Но 24 числа, 24 февраля, случилось в 5 утра. Мы проснулись от сумасшедшего взрыва. Вскочили, так как мы все понимали, что, скорее всего, это что-то с Раши. Я вскочил, побежал на второй этаж. На втором этаже я посмотрел в окно, и на наш дом, прямо на наш дом летело где-то примерно 25-30 вертолетов. Прямо на дом. Так как у нас наш дом находится прямо в 500 метрах около Гостомельского аэропорта, мы сразу поняли, что это аэропорт. Я перебежал на другую сторону дома, увидел вот этот взрыв, прямо как грибок от ядерного взрыва. Очень большой был взрыв. Это первый взрыв, как потом мы узнали, когда подорвали летную полосу. 500 метров. 500 метров мы жили от аэродрома. Поэтому все, что было там, самые первые минуты, секунды мы слышали. Это аэропорт Гостомель. Как только мы увидели, что начинаются какие-то жуткие действия, мы схватили 2 матраса, 2 подушки и телефоны. И побежали вниз. У нас небольшой подвал. В подвале просидели 6 дней. Как только была какая-то тишина, выбегали, прошу прощения, в туалет и взять хоть что-то поесть из холодильника. На 7-й день, рано утром, мы услышали звуки. Нас ломают наши двери. Сумасшедшие звуки на самом деле, когда ты сидишь в подвале. По камерах ми бачили мародерів, які вибили двері у нашому домі і зайшли. В дом ми знали, що у них були білі пов'язки на ногах. Це їх виділяло від наших військових. Було жутко страшно, серця колотились у всіх. Выломали двери, мы это все слышали, выломали двери, начали шурудить, шурудили примерно 2 часа, но нас не нашли, так как у меня вход в подвал с гаража, нас просто не нашли. И когда человек заходил, если его можно назвать человеком, прошу прощения, заходил в гараж, мы услышали, что он кому-то еще говорит: еще зайдем. Прошло 2 часа, тишина, я вышел, потихоньку смотрю, никого нет. Посмотрел, да, взломаны двери, взломаны окна разбиты, украли наши ценные вещи, деньги, в общем, все то, что было ценное, все ушло. Так как мы знали, что они придут и придут скоро, потому что там телевизор, еще что-то забрать, мы приняли решение все вместе, что нужно быстро бежать. Ничего не взяв, я взял ноутбук. Не знаю почему, получилось так, что я взял ноутбук. Катюша вообще ничего не взяла. У нее был чемодан, прошу прощения, рюкзак с кофтой и все. И зарядное устройство для телефона. Мы вскочили в машину и выезжали. По пути через 50 метров мы увидели БМП и БТР с рашистами.
Моя супруга вытащила белый кулек, мама помахала им. Я одну руку положил на торпедо, рулил, они нас не тронули. Мы хотели ехать через Житомирскую трассу. Начали туда пытаться проехать, там ежи и мины, прямо на дороге мины. Поэтому после этого решили, что как-то надо выбираться. Назад дороги нет, там уже рашисты, мы об этом видели и знали. Попытались поехать, я знал путь через Бородянку. Бородянка, я думаю, вы все слышали. Посередине пути, километров через 15, на повороте, на кругу нас с 4 сторон расстреляли. Стреляли, как мы потом уже, мой хирург сказал, что тут не только пули, у тебя не пули, у тебя осколки от мины. Нас расстреливали. Я газ в пол нажал, и все-таки нас получилось убежать. Через где-то километр, я ехал на спущенной резине, на спущенных колесах, через километр Катюша говорит: «Мама, что-то у меня кровь». Супруга развернулась, видит, что в спине какая-то рана. И я принял решение, что надо где-то останавливаться, ехать дальше некуда. Уже начинает темнеть, это уже было 18 часов, 18:15. Я свернул, увидели ресторан. Вернее, какие-то строения, мы не знали, что это. Там парковка, мы там остановились. Дым был везде, из мотора дым, колеса, понятно, что дымятся, потому что они без закрученные покрышки. Да, еще на тот момент, как только мы начали выезжать, я в попыхах увидел просто, что у меня рука повисла, она висит и хлещет кровь с куртки, просто хлещет. На тот момент это был шок, я просто ее положил на ногу, рулил одной рукой. Доехали, выскочили, мне не до руки, я увидел какое-то здание, выломал дверь, оказалось банкетный зал. Там были столы со скатертями и темно, минус 4 где-то температура была. Мы взяли Катюшу за руки взяли, довели ее. Жена увидела, что там ранение пулевое, куда примерно понятно было, що легке. Коли ми з сім'єю, буду так говорити, дотеплились до цього ресторану, донька сказала, що в неї зі спини йде кров. Я підняла куртку і подивилась, в неї дирка була від кулі. Я майже засунула туди палець, щоб, може, витягла б там щось, як там в паніки витається, я не очікувала цього. Ось ми ледве дошкандибали до цього ресторану. Я позривала усі штори, позбирала всі скатерти зі столів. На одному столі в мене лежала донька, на другому столі в мене лежав чоловік. Було дуже страшно, тому що навколо нікого не було. І я не знала, виживуть вони або не виживуть, а мені нічого. Вдруг сюди би зайшли би теж рашисти ці. Я не знала, чого чекати. И начали звонить всем подряд, 112, там, МЧС, скорой, никто, ничего. Со скорой, мягко говоря, нам посмеялась женщина в трубку и сказала: да, ждите. Адрес я увидел в Гугле, я сказал Google, она сказала: да, ждите, таким тоном прямо смеющимся. Хотя я предупредил, что раненый ребенок, что я раненый. Наши друзья, я звонил всем подряд, всем. И одни из наших друзей дозвонились до теробороны Бородянки. Теробороны Бородянки дали наш телефон, и они начали нам звонить. Мне, вернее. Позвонил, узнал, кто я, что я. Ничего, никто не поверил, думали, что это засада, потому что мы были там, где были уже рашисты. Мы 6 часов с ним общались.
Он проверял, кто я, номера мои, что я, кто я. И нам очень повезло. Мы жили рядом с мэром Гостомеля. Это недалеко, это буквально там, 50 метров от мэра. И с теробороны, он был полицейским, он дозвонился мэру, и мэр подтвердил, что есть девочка и ребята, которые вот мы их знаем. После этого буквально через 5 минут, 5 минут приехала тероборона, приехали с автоматами, с гранатометом. Було дуже страшно, дуже холодно, дуже страшно. Крові вони стікали. Ось я так вдячна цим чоловікам, які за нами приїхали. В один даже мені сказав, щоб я вийшла на вулицю, на трасу, зустріла їх. Це було теж дуже ужасно просто. От. Я вийшла, і коли вони стали до мене під'їжджати, я вже зрозуміла, що це вони, але тремтіло все. І вони нас забрали і повезли до лікарні. Быстро нас в машину, Катюшу уже перенесли, ей очень тяжело было. Она тяжело говорила, ей тяжело было дышать, но боли не было. Далее приехали мы, нас привезли, мы ехали сквозь разбитые горящие танки, справа от нас был огромный какой-то пожар, лежало много трупов, просто сумасшедший вид был. Мы это проехали разбитый мост боком как-то разрушенный, доехали до больницы. Больница — единственное место в Бородянке, где был свет. Там какой-то резервный свет был, единственное на тот момент, как мы заехали, был свет. Катюшу быстро перенесли в смотровую, мне сказали подожди. В смотровой увидели, что там как, ни слова нам не сказав. Было 2 хирурга на тот момент и травматолог. 2 хирурга побежали света не было, кстати, в больнице. Ой, света, прошу прощения, воды не было. 2 хирурга повезли Катюшу наверх в хирургическое отделение. Меня оставили, мне травматолог с санитаркой, больше никого не было. Зашивали руку, просто вот я лежал, и мне на живую ее зашивали. Отверстие, сказали, 8 сантиметров насквозь. Мне зашили руку, мы с супругой поднялись наверх, пришел врач-хирург, который делал операцию. Немного нас обрадовал, сказал, что операция прошла успешно. Пули удалили, кровь перелили, кровь ее же, потому что понятно, что ничего не было, ее же кровь перелили. И сказали, молитесь, ждите, чтобы она вышла с наркозом, вышла с наркозом. Через час нам сообщили самое плохое. Дальше не сильно хочу вспоминать, что было. Мы 20 дней пробыли в подвале. Выключили свет на следующий день в больнице. И бомбило все время. Это ж Бородянка, там как раз были боевые действия. Коли вимкнули світло, хлопці, так як в морзі не було світла, хлопці вирішили похоронити нашу доньку Катюшу біля церкви, яка знаходилася біля лікарні. Вони просто її закутали в одіялко і закопали, вдячна чоловіку, який там жив у частному будинку. Він допоміг і крест зробити, і молитви прочитав. Потім, коли ми були у Варшаві, вже мені зателефонували і казали, що буде перезахоронення. Дуже ми переживали за це все. Приїхала бабуся Катюшина і з цим всім допомогла. Мы все перешли в подвал. В подвале было 12 человек. На первое время было 9. Хирурги разбежались, остался 1 хирург.
Ему огромное спасибо, он сказал, что я буду с вами до последнего. Вот до того, как или эвакуация, или до последнего будет с нами. Хирурга зовут Сергей. Фамилию не помню. Хирурга зовут Сергей. Я думаю, что я найду фамилию, мы напишем это. Он единственный остался, и остались две нянечки. Наверху в этой больнице в полной темноте, в холоде лежало еще две бабушки прикованных. Они лежали на растяжках, ничего нельзя было сделать. Побут нашого життя у лікарні був такий, у нас вимкнуло світло. Готувати було ні над чим. Ми готували на кострах в дуже великих посудинах, тому що було багато людей, пенсіонерів, поранених. Ми їх перев'язували, ліки, годували, вимивали, робили все. Дуже страшно було, коли починалися вибухи. Одразу вибігали до підвалу. І дуже страшно було, коли російські військові заходили к нам у лікарню. Вони шукали наших військових ребят і шукали везде. С каждым днем прибывало людей. Уже не в подвале, куда деваться, то где-то на раскладушках, кто-то там наверху в палатах. Где-то 32 человека уже было через где-то 10 дней. Кожен день жили як останній, не знали, чого чекати від завтрашнього дня, тому що постійно вокруг лікарні їздили танки, кулемети з цими буквами, які жах наводили, Z, В, ось це все. Ось. І мы не знали, чего чекати. Через неделю связи почти не было, связь была на втором этаже в одном углу. Мы начали звонить нашим хорошим знакомым, вернее, знакомым супруги, волонтерам, адвокатам, пытаться что-то делать. Волонтеры, огромное спасибо, они Три раза пытались приехать автобусы, їх починали розстрілювати, і не обратно. Коли наші друзі нас запросили до Канади, вони нам в лікарню подзвонили на другому поверсі, де в нас брав мобільний. Ось вони нам зателефонували і сказали, як ми тільки зможемо відтуди виїхати, коли нас евакуюють, щоб ми одразу займалися оформленням документів. Ось, дуже благодарна їм, Юлічка і Дімочка наші. Ще я би дуже хотіла подякувати волонтерам, адвокатам із Донецька. Це Тетяна Іванова і Тетяна Матяш, які ще при Донецькій, при Донбаській війні дуже багато відтуди витягли з пленів людей. І цим вони на даний час займаються. Дякую вам велике. Через 20-21 день, что мы были в подвале, утро, 8 утра, прибегает человек, говорит, быстро, собираемся, эвакуация. Мы как это? А мы уже не верили, потому что к нам приезжали эвакуаторы, потом мы понимали, что это рашисты, для их куда-то снять это. Мы не верили, потому что приезжал, говорит, 3 человека берем, всем до свидания остальным. А тут приехали автобусы наши, украинские, скорая приехала. Мы за 15 минут собираем все, что у нас там было, в автобус, прыгаем в автобус и начинаем движение, потому что ездой это не назовешь.
какие-то сумасшедшие ямы, взрывы везде, все погорело, здания разрушены. Проезжаем, мы сидим белые, весь автобус, там 3 автобуса было, все я оборачиваюсь, смотрю, все белые, молча, трупы, разбитая техника, просто сумасшедший дом. Где-то минут через 45-50, мы даже не знали, куда мы едем, просто мы едем. Где-то через 45 минут, час, ребята, мы проезжали блокпосты до этого, рашистские. Потом где-то 45 минут, час, тоже блокпост, и мы видим флаги, ребята заходят проверить, говорит, мы такие наши, они наши, слава Богу. Все, мы как растаяли все, мы начали что-то говорить, что-то обсуждать, начали ехать по нашей уже стороне, где все хорошо. Ехали еще 6 часов, 100 километров, чуть меньше, мы ехали 6 часов до Житомира. Блокпостов штук 40 было, может даже больше. Когда-то стояли, когда-то там ехали 2 километра в час, доехали до Житомира. От Житомира начались тоже веселые дни. Нам нужно было расселить этих бабушек, потому что никто не понимал, что супруга моя тягала чемоданы какие-то, никто не хотел, то не хотел делать, то раненые. Там начался сумасшедший дом в Житомире. В Житомире мы пробыли 1,5 дня, нас расселили, потом сказали, ребята, до свидания, мы вас тут не хотим держать. Вот, просто вот директор сказал, вначале сказал, что будем ждать, пока вас заберут на Западную Украину кто-то, а потом сказали, нет, ничего не знаем, до свидания. Нас забрали, мы какие-то волонтеры, которые тоже не знали, что вообще делать, довезли нас до вокзала. Говорят, ждите, тут какие-то бывают поезда. Дождались поезда, поехали, мы решили ехать, в общем-то и знакомые у нас были, и волонтеры, те, что помогали нам выбраться, сказали, что есть Любомле хотели ехать, это Западная Украина, это граница с Польшей. В Любомле мы ехали туда 3,5 дня, мы ночевали 2 раза на вокзалах прямо на полу. И доехали в Любомле, уже более-не-менее начался, так сказать, стало легче немного. Но рука у меня болела все время, невыносимо болела. Мы решили, что нужно дальше. Наши ребята с Канады нам договорились уже на тот момент с хирургом, мистер Дул, с хирургом, что он меня прооперирует. Он понял, что такое. У него есть в крови украинцы. И он сказал, что я сделаю эту операцию. Как только он приедет, я сразу все сделаю. Мы приняли решение с супругой, что надо ехать. Прошли 3 круга ада, пока мы получили документы хоть какие-то, чтобы можно было проехать мне, как раненому. Поехали. Грошей у нас не было от слова вообще. У нас было спрятаны $100 у меня и $100 у супруги. Нас довезли волонтеры до границы. На границе мы встретили автобус, который ехал до Варшавы. Как проходил переезд, я боюсь вспоминать этот момент. Это было ужасно. Нам с нашей стороны с автоматами сказали, ты что сюда едешь? Именно так было, именно на русском самое интересное. Хорошо нам попался очень хороший человек, уже когда при проверке. Он рассмотрел наши документы, он посмотрел на Катюшины документы, он все понял и пропустил нас. Просто вот на свое, так сказать, решение. Так вот, дальше мы приехали в Варшаву. С Варшавы мы месяц ждали документы. Мы ждали месяц. Как только получили документы в аэропорту, нормально в Варшаве перелетели. В
Торонто приземлились, очень хорошие отношения, все это быстро, мы думали, это будет часы, мы где-то за 40 минут, час прошли все документы, получили все документы в Торонто и пошли на другой самолет уже ехать в Монктон. Перед тем, как туда ехать, там тоже проверка, встретилась дама. Так как была очередь где-то минут на 45-50, а у нас самолет вылетал через час 15, час 20, мы думаем, подойдем, так как у меня ранение, реально я не могу стоять, это правда. До сих пор долго стоять не могу. Мы решили попросить, чтобы нас пропустили через проход для инвалидов и для тех, которые не могут долго стоять там, и так далее. Женщина услышала наш рассказ, перешла на русский, сказала вот таким выражением: «Да ну, что вы? Кто вы там ранены? Вы с Украины? Я только тысячи вас вижу. Вы водку пьете. И просто потому, что вам разрешили в Канаду на халяву ехать». Я говорю: посмотрите, у меня ранение. У меня на тот момент был такой гипс окровавленный, страшный вид. И она: да ну, я говорю: смотрите, посмотрите, у нас дочь умерла. Хотите, я вам покажу свидетельство? Да ладно, что вы там говорите? Но, правда, пропустила. Но сразу же передала по рации, что у нас был полный осмотр. У нас осмотр был вплоть до того, что там в трусы полезли, проверили на наркотики, ноутбук хотели разбирать, но так как он включился нормально. Просмотрели все вещи, открывали помаду, там что-то было, какие-то в ноутбуке у меня каждый провод просмотрели, прощупали несколько раз. Мы где-то 40 минут, вместо того, чтобы мы там стояли в очередь, нас 40 минут мучили на таможне, не таможне, на осмотре. По поводу этой женщины мы обратились в наше посольство украинское. Там действительно этим занялись, не просто записали, несколько раз мне звонили. Мне позвонил консул, узнал данные, узнал что как. Потому что, такое оставлять, это неправильно, мне кажется. Дальше прилетели к нашим друзьям, встретили друзья нас. Через 3 дня у меня был первый осмотр врача, рентген. В рентген показал, что у меня более 200 мелких осколков в руке. Доктор это увидел. Через 15 дней операция. А за кордоном, окрім Турції і Польщі, я ніде не була. Коли я вимушена приїхала до Канади, таке я бачила тільки у фільмах. Одна проблема – не знаю язика. Дуже все мені подобається. Люди, канадці, наші українці. Дякую вам велике за все. Делали операцию. В операции нерв у меня не нашли. Операцию почистили, что-то там сделали, это не знаю что. Сейчас на реабилитации физическая. Да, собирал консилиум, потому что нервы очень далеко. Боялись, что рука вообще не сможет, кисть не рука, кисть не сможет двигаться вообще. Боялись, что будет тяжело. Через 10 дней, вот у меня сейчас 2 недели уже после операции, через 10 дней у меня начала шевелиться кисть немного. Это было настолько сюрприз, что пришли, и хирург пришел, вот то, что мне делал, пришли терапевты все и начали обсуждать, что есть шанс, что дальше будет двигаться больше. Но так как нет мышц, еще будет или одна, или более операций. Тут в Монктоне по работе, если кому интересно это, я логист. В общем-то, опыт у меня более 10 лет, даже, по-моему, более 15 лет, если взять весь опыт по логистике. Обратился в фирму по резюме, по тому, что я писал, все получилось, все хорошо, была співбесіда, позвонил мне менеджер или, HR, может,
Я понимаю, что он говорит, но так как у меня на тот момент это было вообще, это даже было до операции. Боли дикие, я хотя 2 года прожил в Америке, говорить не мог. Ну, мог, ну, там пару слов, невнятно. Хотя я хорошо понимаю его и на сегодняшний момент уже более не менее могу говорить. Он сказал: отлично, будет английский, звони в любое время, будешь работать. Да, боль очень мешала говорить. У меня просто не шли слова. Даже сейчас у меня все время болит. Тяжело, если видно, это тяжело мне говорить. Меня иногда останавливаюсь, иногда бывает, что дергает что-то. Достаточно тяжело. Ну, пока живем, жена работает, слава Богу. А зараз на даний момент я отримала тимчасову ліцензію, працюю в салоні Beauty Point у Єлени Санданської. Спасибо вам, дівчатки, за все, за підтримку. Ви дуже багато для мене зробили. На сегодняшний момент, я думаю, что нужно тут оставаться. К сожалению, пока перспективы в моей профессии в Украине нету. Я до сих пор потихоньку работаю с Украиной, но это очень сложно. Поэтому перспектива такая, устроиться на хорошую работу. В общем-то, ничего не останавливает, перспектива огромная. Супруга работает на хорошей работе, ей нравится, мне нравятся отношения, мне нравится... В общем-то, мне нравится все в Канаде. Я жил 2 года в Америке, правда, это в 2000 году было. На сегодняшний момент тут, по сравнению с тем, что было в 2000 году в Америке, тут интереснее, лучше. Продолжать будем жить тут. Мысли такие, что дом, само собой, работа, дети, хотим еще. Нікому не бажаю пережити то, через що пройшли ми. Хай у ваших домах, на вашій землі, де б ви не жили, де б ви не були, був завжди мир, сонце і все гарно. То, что мы пережили, я никому не пожелать, не подумать. Это сумасшедшая ситуация. Те, кто тут, помогайте ребятам там. Ни в коем случае не думайте, что вы тут, кто-то там. Вы тут помогайте, там, поверьте, очень много людей просто сидят без работы, и все, и помочь не могут, и нечем заняться, нечем себе на хлеб заработать. Поэтому помогайте здесь, ребятам в Украине. Это самое лучшее на сегодняшний момент, что мы можем сделать. Thank you.